Всем привет, друзья! Сегодня я хочу снять вам видео, в котором хочу показать, как своими руками буду пытаться отремонтировать акриловую ванну. Вот моя акриловая ванна. Сейчас поближе расскажу, какая проблема с ней случилась. Значит, вот какая история. В углу ванной, здесь, сейчас, чтобы свет попал, у меня образовалось вздутие. Вот смотрите, здесь оно, я когда купил ванну, не доглядел, в этом углу было небольшое вздутие акрила, вот, но пользовались, года два пользовались, все нормально. Потом начало вздуваться больше, появились вот эти вот, пооблазил, видно, акрил, появились эти желтые пятнышки, и здесь вот в данном месте акрил треснул, и вот уже вода заливается внутрь под акрил, что в дальнейшем убивает мою ванну. Значит, что купил? Ремкомплект. Вот ремкомплект заказал в интернете. Это ремкомплект для акриловых ванн для полировки. А это жидкий акрил с отвердителем в шприце, то есть оно разбавляется, ну, со шприца выдавливается в баночку, доводится до нужной консистенции, минут 10 подождем и будем заниматься ремонтом. Значит, первое, что мне нужно сделать, это вырезать все, что вздулось в этой ванной. Значит, для этого беру перочинный ножик, смотрю, где все повздувалось, и начинаю его вырезать. По-другому это все не исправить. Все, весь вздувшийся акрил я вырезал. Теперь тут явно, что все мокрое, поэтому поставлю сейчас сюда дуйку и буду сушить. После сушки продолжу снимать. Итак, все подсохло. Все, что было вздуто, я вырезал. Дополнительно вырезал, там некоторые точечки меня смущали в акриле. Теперь беру шкурочкой и зашкуриваю все эти желтые пятнышки. Половину уже стер. Надо дошкурить полностью, чтобы потом полировочным набором пройтись. И также зашкурю края, чтобы акрил лучше скрепился к старому акрилу, и поверхность. После чего обязательно обезжирим и будем наносить акрил. А сейчас будем шкурить. Шкурочку беру, попробовал сначала мелкой, но плохо снимает. Взял теперь грубую, потому что, ну, судя по акрилу, я тут срезал, тут слой, в принципе, не маленький, тут миллиметра 4, поэтому даже грубой шкуркой нужно постараться, чтобы стереть его весь. Ну что, зашкурил все, что можно было. Конечно, вся желтизна полностью не прошла, потому что, не знаю, очень глубоко это все въелось. Не знаю за счет чего, но качество, конечно, ванны подкачало. В очень многих местах, где начинал шкурить, появлялись черные точки, и приходилось их вырезать. Это получались реально какие-то пузырьки, видно, в акриле, когда заливали ванну. В общем, качество, конечно... Вот, я вам показываю фирму этой ванны. Если что, если будете брать такую где-либо, проверяйте. Проверяйте на качество. Может, не знаю, может, бракованная мне попалась, потому что, в принципе, брал не из самых дешевых ванн, в эпицентре выбирал. Но вот такая вот гадость приключилась. Все зашкурил, все края зашкурил, там, где вырезал. Теперь нужно будет это все обезжирить. Обезжиривать рекомендуют только спиртом, либо содой подмоченной, там как-то так. Не использовать эти растворители, и все это нельзя использовать с акриловыми ваннами. Поэтому сейчас будем обезжиривать спиртом. Сначала, конечно, убираем еще раз пыль. Я уже убрал, но еще раз на всякий случай.
Убираем все, что мы нашкурили. Теперь берем спирт. Надо тщательно обезжирить всю поверхность для того, чтобы акрил хорошо схватился, чтобы не было никаких жирных или мокрых следов. Все, и даем высохнуть спирту. Все, теперь нам нужно придать форму перед тем, как будем это все дело замазывать акрилом. Для этого нужен малярный скотч. Малярным скотчем придаем форму нашей акриловой ляпки. Время застывания акрила пишут по инструкции 16 часов, поэтому в течение 16 часов минимум купаться в ванной нельзя. Поэтому сегодня на ночь оставлю этот акрил полностью для высыхания. Ну вот примерно так. Все, теперь будем заниматься смешиванием акрила с отвердителем. Так, тут я шпателек видел. Вот он. Это нам пока не надо, убираем. Так, состав жидкий акрил плюс отвердитель. Угу. Совсем, конечно, немного его здесь, но 50 грамм. Буду надеяться, что хватит мне покрыть им ванну. Если нет, то придется, конечно, еще докупать. Так, иголочка нам не надо. Выливаем весь отвердитель в баночку. И написано по инструкции тщательно перемешивать в течение минимум 10 минут. Этим и займемся. Все, вот мы перемешали. Получилась такая консистенция, как жидкая сметана. Сразу скажу, если будете пользоваться ремкомплектом, новая ванна, не используйте этот дебильный маленький шпатель. Им невозможно нормально перемешать. И всегда одевайте перчатки. Перчатки, слава богу, в комплекте есть. Вот. Еще говорили ребята, советовали, что если будете мазать по стенам ванны, то подождите минут 20 для того, чтобы акрил чуть-чуть загустел. То есть, если мажете на пол ванны, то можно сразу, она хорошо растечется и заполнить все щели. А если на стенке, то нужно немного подождать. Ну, вот так и сделаем. Сначала займемся то, что на полу, самая большая дырка, а потом уже подождем немного и на те точки, которые по стене, будем домазывать. Так, ну что, приступим. Надо обязательно резиновый шпателечек, вот такой, для того, чтобы нормально все размазать. Так, ну что, выливаем часть акрила. Сейчас перчаточки забыл одеть. И размазываем его аккуратненько. Да, вижу, конечно, что не получится у меня растянуть весь этот акрил на вот то пространство, на ту территорию, которую я оставил малярным скотчем, потому что 50 грамм акрила это все-таки очень мало. Я, может быть, немного недооценил масштабы, сколько мне придется вырезать. Парню объяснил в интернет-магазине, что у меня где-то 10 на 10 вздутие. Но вот я эти точки, которые на стенках выше, это я, конечно, не учитывал. Поэтому возможно, что придется растягивать этот акрил и ложить его, конечно, не таким слоем, как хотелось бы. Хотя вроде покрывает.
Это где-то пол-баночки я вылил. Самое главное, наверное, чтобы по углам хорошо взялось, чтобы в будущем оно не расслоилось. Шпатель тоже лучше брать, наверное, поуже. Я широкий взял, но уже будем этим заниматься. Заполняю дырочки, которые на полу, а потом уже то, что останется. Но я смотрю, здесь половина есть, так что еще, наверное, немножко налью, чтобы был побольше слой, а то, что уже останется, возьму аккуратненько, оставлю, и потом на стенке это у меня пойдет. Возьму легеньким слоем, потру по стенкам. Чтобы немного схватилось, и потом, наверное, еще одним слоем покроем, когда уже тот загустеет немножко, этот, наверное, немного схватится, будет сцепление лучше. Кстати, в интернете, на форумах многие писали, что очень неприятный запах. Но, честно скажу, никакого неприятного особо запаха не слышу я. Писали, что чуть ли не в респираторах нужно работать. Ну, нет такого, не знаю. Акрил сам неплохо растекается, заполняет полости, но, конечно, да, со стен он стекает, пока он в жидком состоянии в таком. Здесь уже видно, что почти что он стек, а внизу хорошая лужица собралась как раз в толщину ванны, так что так пока ее и оставим, и подождем, пока в баночке акрил засохнет, и нанесем уже остаток на стену. Ну вот, покрыл я стенки уже чуть-чуть загустевшим акрилом. Где-то минут 20-25 пришлось ждать. Видно, конечно, в любом случае перепад. Я потом постараюсь зашкурить. Ну, посмотрим, скроет это зашкуривание или нет. Но, конечно, не ожидал я, что такой толстый слой будет акрила в моей ванной. Я думал, что хватит этого акрила. Но не получилось полностью 50 миллиграмм этого акрила с отвердителем размазать, чтобы было без перепада. Все-таки толщина акрила в моей ванной был толще, чем получившийся раствор новый. Вот. Видно перепад. Поэтому если на всякий случай, если соберетесь сами ремонтировать ванну, то возьмите, наверное, все-таки автомобильную шпаклевку, как они сами рекомендуют. И лучше сначала ванну прошпаклевать хорошо, а потом уже покрывать акрилом. Ну что могу сказать, друзья. С даты последнего видео прошло уже где-то месяцев 7. Все никак не собрался я зашлифовать эту поверхность. И хотел уже закончить работу, потом снять уже видео, как все получилось. Но придется снимать немножко раньше. Значит, что случилось? Здесь получилась у меня трещина. Вот ее хорошо видно. Как раз на стыке между старым покрытием, ну, заводским покрытием, и тем акрилом, что я наносил. Поэтому, ну, позвонил продавцам, сказали, что либо тонким слоем нанес, либо в этом месте прогибался акрил. Ну, в принципе, здесь получилось, что и то, и другое. Здесь действительно тонким слоем я очень нанес акрил, как-то протупил, надо было больше сюда налить. Вот. Ну и вместе с тем как раз тут и ведро ставлю, там когда-то будет набирать воду. Вот, поэтому треснуло. Надо будет переделывать. Какие еще минусы? Вот видите, черная точечка. Это был когда-то пузырек воздуха. То есть я сразу, когда намазывал, его не было видно. Потом через время он вскрылся и попала туда грязь. Вот их несколько. Вот еще один. Попала грязь, и теперь они черные. Поэтому, не знаю, вроде как правильно все вымешивал, но вот как-то так получилось. Поэтому, ну и еще минус один, то что оно явно желтее, вся эта латка получилась, чем покрытие заводское. Но они сказали, что так угадать трудно. Есть колера специальная, колер, которая добавляется и делает ее белее. Сейчас заказал новый акрил с отвердителем, он говорит, что он уже белее идет,
Поэтому мне придется все равно эту латку переделывать, потом уже посмотрим на результат. Но в целом могу сказать, что очень крепко держится. Вот сколько пользовался, нигде никаких отслоений, кроме этой трещины, не пошло. То есть сколько оно, ну, в мае месяце я это делал, сейчас январь месяц 2018 года. То есть прошло достаточно времени сказать, что это действительно крепко. Но надо будет еще переделывать и постараюсь как-то сгладить. Все-таки видно, где вырезал, очень большое углубление. Не ожидал, что такой толстый слой акрила будет заводской. Ну и эту трещину придется опять-таки расшивать, разрезать и заново красить. В общем, придет новый акрил, будем продолжать работу. Ну что, получил я новый наборчик. Новая баночка с отвердителем. Сейчас будем заниматься. Видите, вот из трещины видно, как сочится водичка, поэтому нам придется ее расшивать и смотреть, насколько там вода попала внутрь, и смотреть, сколько придется заливать акрилом. Да, могу сказать, что новый акрил, которым я заливал, держится намного крепче, чем заводское покрытие ванны. Надо вырезать, пока не доберемся до сухого. Потому что если вода останется под акрилом, то будут и бактерии, и, возможно, плесень заводится. Она из-под акрила не выветрится. Поэтому ее нужно максимально вскрыть до сухого, а потом уже по сухому заливать новым акрилом. Ну все, в принципе, вот столько вот мы вырезали. Здесь водичка вот есть, но новая уже не поступает. И тут уже оно больше держится. Хотя, конечно, сравнить старое покрытие, заводское и новое, здесь адгезия, реально в 2 раза лучше. Вот она просто мертво схватилась. То, что я в прошлый раз заливал, реально очень хорошая адгезия, хорошо держится. А старый слой весь шатается. Не знаю, наверное, все-таки такая ванна. Такую ванну, конечно, не посоветую никому купить. Ну что, теперь надо нам все будет зашкурить. Еще раз, потому что хочу, может быть, из этой партии чуть белее акрил, чтобы не было желтого пятнышка этого видно, то зашкурить и немножко больше сделать латку, чтобы покрыло старый слой и зашло на новый. Все, зашкурил, расширил эти точки, чтобы туда зашел новый акрил, чтобы не было пузырьков воздуха. Замотовал поверхность. Сейчас убираю пыль. И надо будет обезжирить. Вот. Процесс обклеивания не буду повторять, так же как и процесс замешивания акрила, вы это видели уже, поэтому будем заливать. Хорошенько в трещинку промазываем, чтобы больше уже к этому вопросу мы не возвращались. По цвету, если я не ошибаюсь, немного белее. Вообще мне продавцы сказали, что колируется акрил обычной снежкой. Я, конечно, был удивлен, но, наверное, они знают, о чем говорят. Да, по цвету явно белее. Старая латочка более желтая. Это уже мы почти что в цвет ванной приблизились, без колерования. Стараемся смотреть, чтобы не получалось пузырьков, потому что пузырьки потом через время верхний слой стирается и образуются на их месте черные дырочки. Через час после нанесения акрила, как в инструкции написано, будем снимать малярный скотч.
Ну что, прошел час времени, чуть больше, где-то час 15. Будем снимать малярную ленту. Сверху, конечно, оно все, насколько бы не старался, можно чуть гуще замешать акрил, просто оставить его в баночке минут на 10-15. Я его оставил на минут 10, он немножко загустел. После этого я его намазывал, но все равно со стенок вертикальных почти что оно все стекает, и больше здесь лужицы внизу собирается. Поэтому, ну, все равно нужно будет снимать, потому что если снимем позже, то уже будут конкретные бортики видно. А сейчас пока что снимем, и оно еще немножечко растечется и примет, ну, более пологие скаты будут у нашей латки. Все, вот такая получилась у нас латочка, уже более аккуратная. Будем ждать ее финального застывания. Потом будем шкурить немножечко и полировать. И уже то, что в конце получится, буду показывать. Ну что, ребят, могу сказать, что простояла моя латочка уже чуть больше недели. Все хорошо держится, по цвету она меня устраивает даже больше, чем предыдущая. Решил сейчас не полировать. Потому что, в принципе, полировочка нужна больше для затирки каких-то царапин на ванной. А здесь либо буртиков, допустим, если бы у меня получились большие переходы между латкой и старым покрытием. Но буртиков нету, очень все хорошо легло, растеклось и хорошо все держится. Поэтому полировочный набор оставим на будущее, когда уже ванна совсем в негодность придет. Ну, в полировочном наборчике могу показать. Там, в принципе, что здесь... 2 полировочные пасты, инструкция, тряпочка, даже 2 тряпочки. 2 тряпочки, да, и набор наждачек разной зернистости. Ну, это ставим на потом. В принципе, основной результат, что я хотел добиться, заделать ту дырку, в которую заходила вода. Я этого добился этим наборчиком, то в принципе нормально получилось. Вот, друзья, вот такой результат можно сделать самому, в принципе, не особо имея опыта какого-то по ремонту ванн. Нужен всего лишь ремкомплект для акрила. Ну и, в принципе, все остальное вы видели, очень легко делается. Поэтому, друзья, пользуйтесь, если у кого какая-то беда с ванной случилась. У меня, в принципе, эта ванна, вот ее фирма, на нее вроде как 7 лет гарантии было, когда я ее покупал, но... Мне для того, чтобы ее снять, мне нужно было бы разобрать реально пол ванной. Поэтому мне намного проще было заняться латочкой. Мне это намного дешевле обошлось, чем снимать ванну, куда-то ее везти или отдавать, я не знаю. Поэтому латочка для меня был вариант хороший. Так что, друзья, удачи всем, спасибо за просмотр. Пока-пока.